Доброе утро, друзья мои! Какое сегодня замечательное море! Какое волшебное, чистое! У берега оно, конечно, немножко не такого цвета, потому что оно смешивается с песком. А там, посмотрите, выходить не хотелось, просто времени нету много купаться. Ой, какое замечательное! Без слов. Вот это вот настоящее море. Я, знаете, что недавно опубликовала такое видео. Вы его, наверное, увидели в моих коротких видео. Море было как болото. Я заплываю на то дальнее расстояние, и все было такое грязное, противное, отвратительное море. Даже видео записала я вам тогда. И, ко мне кажется, приняли меры. Почему? Потому что видео посмотрело около 20 тысяч. Очень много турецких граждан посмотрело. Ну, конечно, там многие, вот, знаете, вот, не подписчики, а вот молодые парни. Убирайся отсюда в Россию, убирайся отсюда в Украину, убирайся отсюда. Они вот не понимают, что я говорю, давайте спасем наше любимое море. А вот пишут такую гадость. Сколько националистов есть. В любой нации, говорю. Вот я вроде бы, да, сейчас живу в Турции. И смотрю, что здесь такие добрые люди. А вы видите, оказывается, не только есть добрые, есть и злые. Муж мой увидел это видео в Инстаграме. И всех давай блокировать, удалять. Потому что, знаете, по-хамски ведут себя. И посылают, и матюгаются. Вы понимаете, за что, спрашивается? За то, что я говорю, давайте спасем море. Вот не понимают, но вот такие националисты внутри. И убирайся отсюда сразу. И вообще под моими многими видео в Инстаграме очень многие пишут это. Убирайся отсюда. Не хотят они других иностранцев на своей территории. Вот понимаете? Так что есть это во всех нациях абсолютно. Национализм, присутствует он. А я вот, видите, сначала родилась в Грузии, потом попала в Турцию, а сама я украинка. Папа у меня поляк, но я родилась в Грузии. Выросла в грузинских традициях, и мой родной язык русский. Кто бы как ни говорил, мой язык русский. Мама у меня украинка, она приехала, ей было, сейчас я скажу, сколько лет. Мне вот 45, ой, 45, где мои 45? Ну, неважно, где-то 30 чем-то. У меня 4-я сестра родилась здесь. 3 сестрички похоронены в Украине, они с папой переехали к Заловке. Здесь замужем она была за грузином. И они приехали, посмотрели и остались, потому что в Украине были очень трудные времена тогда. А здесь мандарины, солнце, зелени много. И это их привлекло. И они устроились работать поварами в санаториях. Раньше очень много было санаториев. Вот таким образом там родилась моя 4-я сестра, старшая Ирочка, которая прожила всего 3 месяца и потом умерла. И вот я 5-я. И что я хочу сказать? Почему дети умирали у моей мамы? У них с папой был резус-конфликт. У мамы отрицательный, у отца положительный. У меня тоже положительный. Слава Богу. Царство небесное моему отцу. Вечная ему память. Спасибо за то, что создал с моей мамочкой такую замечательную личность, уникальную. И не только я уникальная, друзья мои, все мы уникальные по-своему. Каждый человек уникален. Уникален чем? Потому что второго такого нету. И не будет никогда. Вы понимаете? Вы все мои уникальные девочки и мальчики. Вторых нету, поэтому надо ценить и любить себя, какая есть. Бог вас создал такой. И благодарите за это, Бог и родители. Ну так вот, и потом, когда родители остались уже, им понравилось здесь и обосновались. Ну и я родилась здесь. Родилась
Мама меня тогда уже была в разводе. Папа женился на другой женщине, и потом они переехали с семьей. Мама меня воспитала в грузинских традициях, под контролем. Когда я вышла замуж, я сказала, что я освободилась от командира полка. Все должно быть, как она сказала. Ну, вот так она меня воспитала. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо, потому что она меня не баловала никогда. Я всего сама добивалась. И она мне много чему хорошему научила, за что я ей благодарна. Чувство ответственности развела. Я уже в 7-8 классе начала зарабатывать деньги. Мама работала поваром в санатории. Пансионат был такой. А я на летних каникулах не ходила с подружками. Я работала. Сначала начала с уборщицы. Но зарабатывала свои деньги. Знаете, как это было классно. Потом я постарше стала работать с детьми. Устраивали концерты. Так это было классно. В общем, каждый сезон она меня трудоустраивала. И за что я ей благодарна. Я собирала эти деньги. И помню, мы ездили в отпуск в Москву, и я покупала себе все. То есть моя мама не баловала меня. Она давала мне возможность понять, что все профессии достойны. И благодарна я ей за это. В общем, вот так вот начиналась моя деятельность. Потом мама меня, когда я поступила в медицинское училище, это было решение мамы. 8 классов закончила, и тут она сказала: ты пойдешь поступать в училище медицинское, государственное. Туда невозможно было поступить, потому что все поступали за деньги. А я сказала: мама, как? А я боюсь, говорю, уколов ужасно, я боюсь врачей. Нет, ты будешь поступать. Мама сказала, Света сделала. Мы пошли. Я хорошо закончила 8 классов. Я все время училась хорошо. Для меня 3 получить, это был трындец какой-то от мамы. И никогда не делали замечания моей маме. Я была такая напуганная. Но это, в принципе, хорошо сейчас. И я поступала с моей одноклассницей, подружкой в тот момент. Мы с ней готовились месяц-два к экзаменам. Я поступила, она нет. Такая история была. Потом, так как у меня было много времени свободного, мама переживала, так как она работала. Она меня повела на курсы кройки и шитья. Я все делала так, как хотела мама. И вот благодаря этому я тоже 3 года закончила. Она год со мной ходила. 2-й, 3-й курс она уже не смогла, потому что это шитье для нее было очень сложно. Я за нее выполняла задания, и кое-как она закончила. Но, по-моему, для нее это было неважно, этот сертификат. Но в итоге, друзья мои, я начала зарабатывать первые деньги, сшить себе все наряды, одевать то, что хотеть. Вот пошила, и у меня появились первые клиенты. Это мои однокурсницы. Потом появились соседи. Потом появились другие. Я очень много шила. Я сшила ночью. Утром бежала, себе покупала ткань, сшила себе костюмы, платья. И каждый день у меня был новый наряд. И так увеличилась моя клиентура. Я вспоминаю эти времена, и сейчас так приятно, что я могла зарабатывать в тот момент, да. Это просто замечательно. Я так все быстро делала, все ловко так делала. В общем, друзья мои, очень много воспоминаний. И жила я в Грузии, любила очень Грузию, никогда не думала, что я перееду в другую страну, и кто-то мне скажет: убирайся отсюда. Поэтому такие вещи никогда не надо делать. И вы, если вам это говорят, вы ни в коем случае не позволяйте себе об этом говорить и кому-то указывать на выход.
земля общая, чтобы вы знали. Границы не существует между добрыми, нормальными людьми. Ну, а мы с вами относимся к этим людям. Пусть живут, Господи, какая вам разница? Пусть кто хочет живет, пусть кто хочет показывать. Мы же плохо не говорим о странах, правильно? Ну все, мои хорошие, давайте я сейчас выпью водичку и пойду. Мне надо краску купить. В Карфуре сегодня краска со скидкой, последний день. Наговорила вам хорошее видео. Поделилась своими воспоминаниями. Привет, мои дорогие! Я пришла на море. Море неспокойное. А посмотрите, какой сюрприз мне здесь ожидал. Поставили шезлонги. Ну, они меня не интересуют, если честно. Короче говоря, прекрасно, прекрасно, молодцы. Короче, покажу сейчас вам. Посмотрите. Интересно очень. Зимой, где сейчас шезлонги, было море. Не факт, что в один день они окажутся под водой. У нас же непредсказуемая такая погода во всем мире, не то что в Мерсе. Смотрите, куда сейчас мне поставить свою сумочку, хотя, в принципе, мне не нужно ставить. Ну, море почему такое, да? Море красивое, почему такое? Неважно, друзья. Собаку привели купаться. Здесь, видно, трактор работал. А посмотрите, сколько мусора все равно. Вот вроде бы они чистят, его чистят. Или песок добавили. Не пойму ничего, что происходит здесь. Проваливаюсь я. Идти невозможно. Пока он утрамбуется, видно. И мусора так много. Друзья мои, вы видите? Я сейчас оставлю здесь. Пойду купаться. Собачка играется. Все. Привет, мои дорогие. Возвращаюсь с тренировки. Когда тренируешься, думаешь, боже, ты не можешь по 3 подхода. Болят мышцы, болят руки. А тело может все, девочки, мальчики. Все может тело. Зато потом такой кайф, такое удовольствие. Я иду сейчас по делам, по рабочим делам. Может быть, в Гратис зайду, там скидки опять. Ну, покупать ничего точно не буду. Ну, посмотрю, как все это быстро пройдет. Надо идти домой кушать протеин, творожок с йогуртом. Какой сегодня день замечательный. Я после тренировки зашла в Гратис, купила себе шампунь, о нем потом расскажу подробно. И купила курицу, быстро ее пожарила. Сейчас иду кормить моего мужа. Приятного нам аппетита. Аджикой помазала. Ух, вкусняшка. Девочки, мне не верится, что я заканчиваю брюки. Я сейчас пришиваю кружева. И надо, наверное, уже поздно. Муж будет нервничать. Посмотрите, какие красивые. Это низ, видите? Вы видите? Ой, как жарко мне. Тут еще и работа, тут еще и кушать, тут еще и все готовить надо. Посмотрите, какой у меня пояс. Ой, какие красивые они. А какие карманы. Все это завтра я буду приводить в порядок, потом постираю их. Но, скорее всего, сейчас это кружево дошью и закончу. Девочки, я почему это вам сняла? Потому что, может быть, потом вы не поверите, что это я сама шила их. Вот, а сейчас, видите, в процессе. В общем, все так непонятно, но зато красивые кармашки. Брюки бохо. В общем, ждите результат. А я продолжаю. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.